Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. События до конца июля. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Середина июля – это не только как бы середина месяца или середина лета. Это, знаете, как две эпохи. На до и после жизнь может наша разделиться. Правда, очень много планетарных событий. И в первую очередь, конечно, это у нас влияние лунных кармических узлов. Кармические – это что? Это какая-то задача, какие-то уроки мы проходим, которые, может быть, прежде вот какое-то дело было, и оно у нас не было завершено, или осталось без нашего решения, какой-то вопрос. И тут любая сфера, хоть личные достижения, хоть личные отношения. И вот теперь вот это из прошлого мы должны какой-то итог подвести, словно сдать кармический экзамен, можно сказать так. И тогда, может быть, даже то, что было со знаком минус, мы будем как будто избавлены от повторения уроков прошлого. Вот есть такое значение. Но, помимо всего, это уже, к слову, кармическое. А если мы говорим про лунные узлы, то всего узлов два, северный и южный. И прогрессивным считается именно северный, и он у нас теперь будет находиться не как прежде в знаке Телец, теперь он у нас в Овне с 18 числа, а как раз южный узел у нас теперь в Весах, а не в Скорпионе. И весы – это, получается, сила, как дипломатия, как гармония. И, увы, это где-то проигрывающая сила, потому что в основном все стремится именно в сторону головы. Называются это еще осью дракона. Вот такие вот узлы. И о чем это говорит? Больше напора в нашей жизни. Это, конечно, прекрасное время. Вот, кстати, для вас оно проигрывается именно со знаком плюс, потому что есть возможность, когда мы себя отодвигали на второй план, или, может быть, в другой бы раз мы где-то так тихонько в уголке подумали, ай, лишь бы было тихо, или все равно никто меня до конца не поймет, а какую-то тут сутолоку я не хочу устраивать. Лучше я себе наступлю на горло собственной песни, но зато будет тихо. А вот здесь вы подумаете совершенно по-другому и скажете, да нет, вот все хватит. Поэтому для самовыражения и вот та энергия марсовская, энергия Овна, она для вас проигрывается очень хорошо. И это, надо сказать, еще у нас в марте Сатурн сейчас находится в вашем знаке. И это тоже длительный период. Поэтому как будто Сатурн это у нас структура или какой-то порядок, иерархия. И вот она отстраивается как будто заново. Почему я говорю про эпохи? Ну, была какая-то, может быть, преамбула еще в марте. Вы можете проследить, что для меня было наиболее активно в марте. Вот, скорее всего, какой-то пик или разрешение какого-то вопроса, словно кульминация может быть и, ну, где-то конец июля или, может быть, август. Но для вас это, повторюсь, как раз проигрывается больше со знаком плюс. Ведь Овен это у нас свобода, свобода выбора, свобода самовыражения и где-то индивидуальности. Но всегда есть две стороны у одной медали. Овен это еще и импульсивность. С одной стороны, в принятии решений, и это где-то может нам помешать. Поэтому собой не рискуем, особенно во вторую половину июля, период достаточно турбулентный. Еще и у нас потому, что в конце июня, кстати, у нас сейчас Венера находится в знаке Лев. Так вот, в конце июня к Венере присоединялась черная луна или Лилит. Это то тайное, которое становится явным. Это те какие-то наши, может быть, посылы. Или то, что мы скрывали, может тоже обнаружиться. Или какая-то информация, которую от нас скрывали. Но есть еще и определенная турбулентность, когда вот мы чего-то в принципе не знали. Это ведь может быть не в личностном плане, а более таком масштабируемом, понимаете? Это и в социуме как-то может проиграться, в вашем окружении может проиграться. Какая-то тайна, которая от нас была скрыта, здесь появляется в виде какой-то новости. Так вот, Венера в знаке Льва находиться будет еще по октябрь. И это основное, как бы, будут у нас, точнее, две сферы отношения.
И это может быть как отношения в личной жизни, так и, в принципе, взаимоотношения в социуме. И второй момент– это у нас финансы. И вот в этих двух сферах нужно быть предельно осторожными. Так вот, если у нас Лилит присоединялась в конце июня, и был такой период, может быть, для вас непонятный, турбулентный, вот чем он был вообще ознаменован, вы можете проанализировать. Так вот, в конце июля этих энергий становится еще больше, потому что Лилит присоединяется к Солнцу именно в тот момент, когда Солнце входит в знак Льва. То есть, помимо марсовской горячей энергии, у нас есть еще и энергия Солнца, которая во Льве, да еще и с черной луной. Правда, тайное может стать явным. И здесь не только, даже, повторюсь, на каком-то нашем личном плане, а это больше даже какие-то обстоятельства вокруг нас, которые могут выражаться в виде ложной информации, каких-то фейков, или может, знаете, направлена быть какая-то информация, чтобы какой-то ажиотаж создать. Поэтому хладнокровие, рассудительность– это точно наши первые помощники. Ну и где-то гармония в душе и дипломатия, вот то, что в проигрывающей силе нам всем будет этого где-то не хватать. Чтобы не наломать дров, придется себя останавливать, потому что, повторюсь, энергия такая очень динамичная, когда где-то каждый хочет настоять на своем или получить какую-то свою выгоду. И, конечно, когда Лилит соединится с Солнцем, тут могут быть разного рода неожиданности. И в обстоятельствах тоже. В дальнейшем, 23 числа июля, у нас Венера уходит в ретро-движение, и тут, правда, какие-то вторично могут, или дважды могут даже, две каких-то новости или какие-то дела из прошлого мы можем как и завершать, так и они словно активизироваться могут. Но еще 23 числа Меркурий соединяется с этой черной луной. А Меркурий это у нас отвечает за всю информацию. И здесь по части ложной информации и еще как будто новый виток может быть, понимаете? Поэтому может быть смена событий очень быстрая, внезапная, какая-то вихреобразная. Так и с другой стороны, это еще по Меркурию у нас проходит интернет, правда? И с учетом ретроградной Венеры получается конфигурация, когда вопросы денег с учетом вот интернета, или мы говорим о платежных каких-то системах, может быть, электронных системах расчета, или вообще вопросы денег могут быть на повестке дня более чем актуальны. Тут, с одной стороны, с учетом этой черной луны, могут активизироваться как и мошенники, поэтому есть риск потратить деньги или буквально лишиться этих денег. Будьте аккуратны, я должна об этом сказать. Так и с другой стороны, из-за нашей где-то оплошности мы ведь тоже тут можем прошляпить что-то. Поэтому, ну вот, держать руку на пульсе совершенно необходимо. В свои какие-то мысли не погружаться, а буквально вот цеплять все, что происходит вокруг вас. Что вам пришло, может быть, на почту, или какие предложения вы получаете тоже в электронном виде, на какие-то ссылки мы не откликаемся, потому что взломы аккаунтов, вот такие вот вещи, они тоже вполне себе возможны. Поэтому, мои дорогие, будем себя беречь, будем внимательны. Ну, давайте узнаем, что же думают карты. И не всегда планетарные прогнозы совпадают с картами Таро. Часто вообще диаметрально противоположные. Но вы люди очень интуитивные. Я так думаю, что вот эту быструю информацию, которую я вам сейчас сказала, вы как-то сумеете сооценить, что нам символика карт Таро для вашего знака хочет сказать на этот период второй половины июля, и провести какие-то параллели или сделать выводы. И первая карта у нас будет называться «Что придет?» Вот во вторую половину июля, что придет в мою жизнь. А что уйдет, может быть, закончится. Чем дело кончится, само по себе дело может быть какое-то. А чем сердце успокоится. Что от меня скрыто? Такую карту достанем. И три карты события. Может быть, три события. А может быть, взаимосвязь в разных вариантах одного какого-то события. Давайте будем узнавать, что придет. Ну, вообще нам обещают гармонию, взаимопонимание для вас, искренние отношения. О себе могут напомнить люди из прошлого, правда. Вот в этом плане может так проиграться. Те люди, которых вы, может быть,
и любили когда-то, или это могут быть далекие родственники, могут быть какие-либо, знаете, известия. Ну, сейчас раскроем, что нам тут говорят карты. Сама по себе карта положительная, но такие энергии больше дружелюбные. И как раз карта-то говорит о том, что если приходят, то какие-то ситуации, которые связаны с отношениями именно в прошлом, и может быть у кого-то как возобновление отношений, или человеку, может быть, захочется с вами примириться и возобновить отношения, но тут, наверное, у каждого по-разному, ну как будто личная жизнь. А что уйдет? Ну, наверное, экзамен какой-то сдадите, или должность получите, или какой-то словно жизненный этап, итог, вот вы подводите, и уже оно не уходит, это вы переходите, мои дорогие рыбы и рыбки, словно на новый этап жизни, потому что по тройке пентаклей буквально сдача экзамена или прохождение вот того кармического урока, о котором я говорила. И что-то в нашей жизни больше не повторится. Мы начнем что-то, может быть, практически с нуля или в каком-то новом качестве. Мы продолжим наше дело, но это будет словно новая история, понимаете, которая нам принесет как и вдохновение, так и хорошие деньги, кстати. И наше где-то самовыражение. Продолжается какая-то история, которая вам нравится, или ваше дело, которым вам нравится заниматься, но вы это как саморазвитие какое-то. Но то саморазвитие, которое имеет финансовый эквивалент, который тоже растет как будто, все в рост, карта прогресса сама по себе. Чем дело кончится? Ожидание денег для кого-то может быть, или деньги быстро не приходят. С деньгами нужно быть аккуратным. Может быть, какая-то денежная финансовая история, но не в том эквиваленте у вас идет, как вы бы хотели. Хотя карта-то нас призывает к тому, чтобы мы о деньгах не волновались. И если будет какой-то стопор, как будто радуйтесь, может быть, целее будут, мои дорогие рыбы и рыбки. Вот в это неспокойное время, о котором я как раз рассказала. Ведь здесь у нас словно на дереве растут пентакли, вот они скоро буквально вырастут еще больше и упадут к нашим ногам. Вот как-то так. Но это карта, опять же, прогресса. Поэтому, ну, пауза в деньгах, она определенно может быть. И чем сердце успокоится? Переездом, подготовкой к переезду. Опять же, вот с учетом тройки пентаклей, каким-то новым делом, новой должностью, работой в интернет или своими какими-то новыми перспективами, которые вы видите. Или удаленная у кого-то может быть как переход на удаленную работу, работу на самого себя. Может быть, предложение какое-то поступит о переезде или о поездке, или вы будете готовить что-то по документам, может быть. Ну, тут самые разные варианты. Но шестерка мечей– это карта заслуженного успеха. Она говорит о том пути, который мы словно в темноте начинаем. И просто себе поставили как цель какую-то, мы к ней идем. И даже если поначалу так темновато, но мы рассчитываем сами на себя. И значит, это наша сильная позиция. И успех наш, он не за горами. Видимо, совсем скоро вы что-то осуществите. Одно дело закончили, и вы уже, как будто, мои дорогие рыбы и рыбки, точно знаете, что я буду делать дальше. У вас, наверное, тезис, план как минимум есть. Но 6– это всегда победа. Значит, вот в каком-то вашем проекте вы сможете подвести какой-то итог, самого себя похвалить, сказать, что да, я молодец. Может быть, и документы это оформить, а может быть, сдать какой-то экзамен, а может быть, получить какую-то работу, престижное место, или то место, которым вы хотели бы получить, или дело, которым вы хотели бы заниматься. Но тут что-то для вас, тут больше с позиции самореализации именно идет. Вот тут какая-то самореализация закончится успехом. Что скрыто? Я могу сказать, что тут от вас ничего не скрыто. Это вы можете что-то скрывать. Это ваша карта. Ну, значит, какие-то свои планы у вас уже есть. И если вы в это сложное время что-то скрываете, оставайтесь на своей волне. Потому что афишировать что-то пока еще точно не время. Очень много каких-то перемен или сама по себе обстановка может быть, вот именно, по крайней мере, до конца июля такой турбулентно переменчивый, как я уже сказала. И кто знает, как слово наше отзовется. Кому-то скажем, а потом перевернут все, да не в нашу пользу. Поэтому
Пользуйтесь своей интуицией, она вам поможет рассказать все практически тайны. А если вы считаете, что о чем-то не нужно говорить, и вам, я должна сказать, ведь по королеве кубков как раз молчание где-то и помогает. Мы как будто два пишем, а три все равно должны держать в уме. Излучать мы должны какое-то дружелюбие, но оставаться абсолютно хладнокровными. И чтобы какая-то наша тема состоялась или какой-то проект не получил сбой. Вот в таких энергиях, это как раньше королева-русалка изображалась. Это та, которая заманивала рыбаков и моряков на пучины морские, обещая им несметные сокровища и любовь. Ей верили, за ней шли, там и оставались. Но вот где-то такая вот трансляция великого манипулятора, серого кардинала, назовите как угодно, будет для вас сильной позицией. Итак, какие события? Вот действительно, все то, что я сейчас сказала по принцессе мечей, мы настолько должны быть внимательны к тому, что происходит вокруг, надеяться только сами на себя. Это про образ Медузы Горгоны, которая пострадала как раз из-за зависти, с одной стороны, и из-за собственного доверия. Мы не должны пострадать. Вот будьте в этих энергиях. Мы должны все подмечать. Будет усталость, мои дорогие рыбы и рыбки. Может быть, много каких-то дел придется как и решать, или, может быть, куда-то отправляться придется, потому что по принцу жезлов это всегда проходит, знаете, три момента. Какая-то новость, информация, которую мы не можем отложить на потом, а в моменте здесь и сейчас. Или человек к нам приезжает, какой-то тоже приносит информацию, значит, тут как-то конфигурация будет складываться от того, что это будет. Или, с другой стороны, быстрота принятия решений, понимаете? То есть информация, перемещение и быстрота как в плане откликнуться на что-то. Вот такие три энергии проходят по принцу жезлов. Ну, это не обязательно, что мы куда-то поедем. Может быть, будет достаточно какого-то смс-сообщения или письма, но определенно какие-то новости к вам приходят. И будет усталость, которая где-то может выбивать из колеи, как будто нет вообще новых-то дел самих по себе. Вот только придут какие-то новости, а тут вы больше завершаете, осуществляете продолжение того проекта, который вы себе наметили, но, может быть, внесете какие-то коррективы. Но, в принципе, сказать, что что-то я тут с нуля. Нет, тут надо удерживать собственные позиции. И где-то даже если это будет сложновато, тяжело, может быть, и физически, буквально напряжение, как и нервное, так и, может быть, работы будет много, чего-то придется делать. Но придется это выдержать, потому что нам карта уже обещает успех. Ну, а, наверное, если поменьше людей знают о наших далеко идущих планах, поверьте, тогда никто не поставит нам палки в колеса и уж точно не будет нам завидовать. И это большой плюс. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.